Наша история знает несколько тяжелейших пандемий гриппа. Последняя пандемия была вызвана гриппом H1N1, началась она в 2009 году, и мы практически с вами переживаем, так скажем, последствия этой пандемии. Кроме того, что между каждыми пандемиями мы еще с вами ежегодно имеем подъемы заболеваемости ОРВИ и, так скажем, эпидемические подъемы гриппа. Вот что касается последней пандемии, 10 августа 2010 года Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии. И было написано в их меморандуме о том, что вирус H1N1 циркулирует как сезонный грипп, и циркуляция его будет продолжаться в течение нескольких лет. И некоторые средства массовой информации, коллеги, задавали вопрос, а что дальше? Вот мы на этом бы и хотели акцентировать наше с вами внимание. И вы все, ну и естественно вся ученая общественность мира знает особенности прежде всего вируса гриппа, который обладает уникальной способностью видоизменяться, приобретать новые свойства и вновь поражать человечество и вызывать тяжелые заболевания. Вот и сейчас появилась информация о том, что на 16 августа 2012 года Всемирная организация здравоохранения разместила информацию о том, что в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано 225 случаев гриппа среди детей до 18 лет, которые были вызваны реассортантом гриппа. И вот он уже имел новые свойства, а в своем составе он имел, грипп, вернее, основной был H3N2, но в своем составе он уже имел и, так скажем, элементы, если так можно выразиться, элементы пандемического гриппа. Это говорит о том, что это появился опять новый вирус. К счастью, тяжелых случаев не было зарегистрировано, но учитывая вот эту такую особенность гриппа, Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что может опять осложниться эпидситуация. То есть это говорит о том, что мы с вами всегда должны работать над тем, чтобы наше население было готово, их организм был подготовлен к восприятию этой инфекции. Ну, так скажем, некоторые итоги гриппа в 2011-2012 году. В принципе, начало эпидсезона предыдущего года было в 2012 году, в марте этого года. Это официальная информация Роспотребнадзора, она доступна в доступной информации. Эпидемический сезон был низкой эффективности. Вот здесь вы видите на этом слайде как раз это данные обобщенные, они из Центра слежения за циркуляцией вируса гриппа и других респираторных вирусов. И здесь как раз вы видите о том, что преобладала циркуляция вируса H3, H1N1, то есть это как раз подтверждает данные Всемирной организации здравоохранения, что бывший пандемическим, перешедший в разряд сезонного вируса гриппа, который встречается ежегодно, он преобладал. И я бы еще обратила внимание на то, что вместе с этими вирусами гриппа на протяжении всего сезона, как и ранее, вместе активно участвовали и активно выделялись нашими центрами слежения и другие респираторные вирусы. Какие же социальные последствия гриппа вообще, в частности пандемического предпоследнего, но я бы сказала и вообще гриппа, и в том числе и ежегодного. Но когда начинается эпидемия, возрастает уровень госпитализации. Это от 2 до 0,6% и выше заболевших. Увеличивается средняя продолжительность заболевших, и это, естественно, так скажем, приносит ущерб и государству. Ну, вот только в Соединенных Штатах Америки подсчитали, что потеря валового внутреннего продукта составляет не менее 0,72%. Я думаю, и в нашем государстве они тоже довольно высокие. Возрастает смертность от сезонного гриппа, если она вот составляет 0,01-0,02, это все-таки, ну, так скажем, цифры определенные, то вот пандемический сезон смертность возросла до 1,2, и это высокие цифры. Что еще говорят результаты анализа, так скажем, последствий гриппа?
К сожалению, вот в тот пандемический период, который мы с вами пережили в 2009-2010 году, самая высокая заболеваемость гриппом наблюдалась среди детей школьного возраста от 25 до 30%. И это, говорит, летальных исходов отмечалось у лиц молодого возраста, которые раньше, в общем-то, не болели. И это данные Всемирной организации здравоохранения в целом по миру, но это как раз коррелирует и с нашими данными. Чем же опасен грипп? Ну, прежде всего, мало того, что я данные вам уже привела, это и социальные потери, но он еще опасен для каждого человека и своими осложнениями, которые могут быть. Вот мы условно, не мы, а так условно можно разделить осложнения гриппа на 3 периода. Мы раньше в народе бытовало мнение, что самый тяжелый грипп, самый длительный грипп 7 дней, 10 дней максимум. Так вот, к сожалению, как свидетельствуют исследования многих ученых, грипп делится, если так можно условно разделить осложнения после гриппа на 3 периода. В первую неделю это могут быть и судороги при высокой лихорадке, это я думаю, вы наблюдали у многих, особенно у маленьких детей. Это могут быть реакции на высокую температуру, это может быть и вирусная пневмония первичная. И если раньше, многие годы назад, были споры эпидемиологов и инфекционистов, так скажем, со специалистами, занимающимися заболеваниями дыхательной системы, что не может быть первичной вирусной пневмонии, то теперь это не вызывает сомнений, и первичная вирусная пневмония, к сожалению, протекает тяжело, и, к сожалению, бывают случаи, когда она приводит и к летальным исходам. В течение последующих 2 недель это могут быть осложнения и в виде отита. Присоединяется вторичная бактериальная пневмония, особенно у лиц, имеющих заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной системы. Это может быть энцефалит, тяжелое поражение головного мозга. А в течение 3 недель, казалось бы, в общем-то, и осложнения и не всегда свяжешь с гриппом, но это на самом деле так. Это и миокардиты, и перикардиты, и миозиты, и синдром Рие, то есть заболевания, которые тяжело сказываются на последствия. Грипп – это именно та нозологическая форма, это то заболевание, которое может дать тяжелое осложнение, которое может привести к летальным исходам. И не случайно говорят, что каждый случай заболевания гриппом уносит год жизни у человека. И считается, что Наполеон проиграл свою битву при Ватерлоо именно благодаря тому, что был болен гриппом. Итак, грипп – это не столько медицинская, сколько общебиологическая такая проблема, потому что, вы знаете, много раз слышали о том, что вирус гриппа обладает высокой изменчивостью. Каждый год возникают новые штаммы вируса гриппа, что может привести к развитию эпидемии и даже пандемии, которая 2 года назад была у нас в стране. Это и большая социальная проблема, потому что именно с заболеваемостью гриппом связано до 67% всех больничных листов с гриппом ОРВИ, которые регистрируются у нас. И, конечно же, это серьезная экономическая проблема, потому что те финансовые потери, которые связаны с этой заболеваемостью, они несопоставимы ни с одним другим инфекционным заболеванием. И сегодня грипп, напрямую не угрожая здоровью взрослого человека, значительно ослабляет его иммунитет и, как я уже говорила, открывает дорогу к развитию осложнений. Вот здесь на слайде вы видите уровни заболеваемости гриппом, респираторными инфекциями у нас в Москве и в России. Конечно же, Москва – это огромный мегаполис со своими особенностями, со своей высокой плотностью населения, с большими миграционными процессами, со своей развитой транспортной инфраструктурой. Ежедневно к нам приезжает большое число гостей, это миллионы людей, которые приезжают, миллионы уезжают. Каждый может привести любой возбудитель, любую, так сказать, респираторную инфекцию к нам в город. И поэтому мы должны стоять на страже того, чтобы
москвичи не могли болеть, не заболели респираторными инфекциями для того, чтобы они смогли сберечь свои силы для занятий трудовой деятельностью и вообще вести свою активную жизненную позицию. Но вы видите, что в течение последних лет уровни заболеваемости гриппом в Москве и в России, они практически одинаковы и значительно снижены по сравнению даже с началом уже этого столетия. Это связано с тем, что в последние годы в городе, конечно же, проводится большая профилактическая работа против гриппа и в первую очередь вакцинопрофилактика. Только за прошлый год, за прошлый эпидсезон уровень ущерба, который был нанесен экономике города, составил более 29 миллиардов рублей. И вы видите, он не сопоставим ни с одной другой инфекцией, будь то кишечные инфекции, другие какие-то воздушно-капельные инфекции. И надо сказать, что благодаря большой той работе, которую проводит здравоохранение города по профилактике этой инфекции, уровни заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями в прошедшем эпидсезоне были ниже так называемых расчетных эпидемических пороговых уровней. И практически ни в одну неделю прошлого сезона мы не имели превышения этих расчетных показателей. В возрастной структуре заболеваемости у нас всегда превалирует детское население. Это и понятно, потому что дети являются той активной, мобильной частью нашего населения, которая очень активно взаимодействует друг с другом в детских дошкольных учреждениях, в школах, и несут возбудителей домой, обмениваются возбудителями, затем несут их домой, заражая уже своих ближайших членов семьи, если среди них не проведена профилактическая работа. Особенно опасна заболеваемость гриппом для детей раннего возраста, поскольку эти дети, мало того, что они имеют недостаточно еще прочно такой иммунитет, развитую иммунную систему, они впервые, многие из них встречаются с вирусами гриппа, и у них абсолютно нет никакой защиты от гриппа, если их не прививать. Поэтому они часто болеют тяжело, у них развиваются осложнения. Поэтому, конечно, эту группу населения надо прививать в первую очередь. В прошлом году было в Москве выделено 103 вируса гриппа. И вы видите, что среди них около 70% было связано с циркуляцией вируса гриппа А, H3N2, о чем говорила Евгения Петровна. Именно этот вирус гриппа вытеснил пандемический штамм вируса гриппа, который циркулировал в предыдущие годы. И именно с этим возбудителем была связана основная заболеваемость. И вирус гриппа Б, на долю которого пришлось где-то 30%. Профилактика респираторных инфекций и гриппа в Москве строится по нескольким направлениям. И, конечно, среди них ведущая роль отводится специфической профилактике или вакцинации против гриппа. Вы часто спрашивают, когда лучше всего делать прививку против гриппа. И учитывая, что мы находимся с вами в северном полушарии, и самое лучшее время для выработки иммунитета, это у нас оно составляет где-то от 2 до 4 недель, то лучше всего начать прививаться до начала эпидемического роста заболеваемости, а именно в начале осени, в сентябре, октябре месяце, даже можно еще и в ноябре, учитывая, что сегодня у нас благоприятная обстановка в городе, и мы можем прекрасно заниматься этой работой.